Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Приглашаю сегодня вас на мастер-класс по вязанию вот таких ботиночек. Аналогичные я вязала недавно, я ссылочку поставлю на эти ботиночки под этим видео, но они связаны на широкую ножку. И вы задали очень много вопросов, а как же связать их на узкую. И вот я вам сейчас сняла такой мастер-класс. Эти ботиночки я связала на день рождения для своей дочери. И вот, как видите, ей они очень понравились. Я думаю, что вы тоже справитесь, потому что этот мастер-класс я записала очень и очень подробный, поэтому он такой будет довольно-таки не короткий. Друзья, все видео и мастер-классы на моем канале для вас абсолютно бесплатны. Я делюсь с вами своим опытом и хочу помочь вам научиться вязать крючком стильную эксклюзивную обувь. Это сейчас в тренде. И если вы сейчас смотрите это видео без подписки, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на мой канал. Просто нажимайте кнопочку подписаться и колокольчик. Вы никогда ничего не пропустите и всегда первыми будете получать уведомления о всех новых видео на моем канале. Ну что ж, начинаем. Начинаем, конечно, с подошвы. Я подобрала вот такую подошву, она мне очень нравится, я на ней уже вязала. Она очень прочная, довольно красивая. Я не знаю, как она называется. Был просто код, артикул и все. И вы очень часто, наверное, один из самых задаваемых вопросов, пишите мне, где купить подошву, где купить пряжу, какую пряжу именно подобрать. Вот ответы на все эти вопросы вы можете увидеть. Вот сейчас наверху ссылочку я поставлю. И перейдя по этой ссылочке, вы получите все ответы на свои эти вопросы. Теперь сразу я делаю выкройку для стельки, то есть я вырезаю, обвожу подошву на лист бумаги, вырезаю вот такую заготовочку просто из бумаги, прокладываю вовнутрь подошвы и прямо вот так ногтем по краю прохожу. Можно карандашом пройти плотненько, чтобы мне сделать выкройку стельки. Стелька у меня будет на подошву ложиться кожкартоновая, сверху обычная стелька, поэтому я сейчас должна четко по размеру сделать выкройку стельки. Размер вяжу 36. Затем обрежу эту стелечку ровненько, вот так на кожкартон я ее выложу и обрисую и тоже вырежу с кожкартона. Для обвязки подошвы я беру вот такую белую катоновую пряжу, очень прочная. Для изделия пряжа Melissa Pearless номер 5. Это 100% катон в 70 граммах 290 метров. Я думаю, что мне 2 мотка точно хватит. Еще понадобится шило. Шило довольно широкое нужно, чтобы проколоть отверстие на подошве. Кожкартон на 2 стельки. Стельки сами я беру такие Оливия, очень хорошего качества стелечки. И они гигроскопичные. Крючки для обвязки подошвы 2,25, для изделия 2,5. Конечно, ножнички и несколько вот таких маркеров. На подошве надо проколоть отверстие. Шилом протыкаю. Сейчас покажу, как я это делаю. Это просто шило широкое специально, чтобы потом проходил крючок. На расстоянии полсантиметра прокалываем по всей окружности подошвы отверстия, для того, чтобы потом подошву можно было обвязать и от нее вязать. Можно вязать от стельки, если вы желаете, и потом вклеивать ее в подошву. Когда отверстия проколоты, теперь можно обвязку делать. И вот белой нитью я начинаю обвязку с середины, с центра пятки. Первое отверстие провязываю 1 столбик без накида. В каждое следующее отверстие до самого конца по 2 столбика без накида. Если вы еще никак не отреагировали на этот мастер-класс, не забудьте поставить лайк и обязательно потом под этим видео напишите какой-нибудь комментарий, хотя бы одно слово, понравилось ли вам,
Будете ли вы вязать такую обувь? Вообще интересно ли вам, что вы вяжете? Делитесь, пожалуйста, своими успехами в этом вязании. Может быть, вы еще не вязали обувь. Расскажите, пожалуйста, о себе. Мне тоже очень интересно, и для меня важна очень ваша обратная связь. Вот таким образом провязываем по 2 столбика без накида в каждое отверстие по всей окружности и доходим до конца ряда, до середины пятки. Здесь осталось одно отверстие, в него провязываем 2 столбика без накида. И вот в первое отверстие, где у нас был один столбик без накида, довязываем второй столбик без накида, а затем в первую петлю вот этой обвязки соединительный столбик, заканчиваем ряд, закрепляем петлю и обрезаем конец нити. Сразу прячем этот конец нити вот туда под эти петли обвязки, чтобы его не видно было. И переходим уже к вязанию изделия. Вязать буду в 2 нити, потому что нить очень тонкая, на 70 грамм 290 метров. Это тонкая, я беру 2 нити для таких ботиночек и начинаю вязать вот отсюда, вот здесь за пяткой будем вязать, потому что потом мы отсюда же с этого места начнем и пятку вывязывать, чтобы нам не обрезать потом нить. Первый ряд после обвязки вяжем сразу же столбиками без накида по всей окружности. В каждую петлю обвязки столбик без накида. В конце ряда заканчиваю ряд, вяжу последние петли и здесь не делаю никаких соединительных столбиков, переходов от ряда к ряду, просто продолжаю вязать опять столбики без накида по всей окружности от начала до конца ряда, еще один ряд. Когда мы провязываем второй ряд, теперь начинаем следующий ряд, но вяжем его тоже столбиками без накида, но длинными. Мы крючок вводим не в петлю предыдущего ряда, а опускаемся на ряд ниже, чтобы петля получалась провязанная такая длинная. На ряд ниже каждую петелечку провязываем из ряда на ряд ниже предыдущего. Должны получаться вот такие ровненькие петли длинные, получится очень красивый такой ряд.
Вяжем до конца ряда вот такими петлями. Из петель на ряд ниже предыдущего. В конце ряда начинаем снова вязать ряд из столбиков без накида, обычный, из петель предыдущего ряда. И затем, когда мы этот ряд закончим, мы повторим еще ряд из длинных петель. Вот так же точно в петли на ряд ниже предыдущего. Еще один такой ряд. Вот закончили еще один ряд из длинных вот таких петель. И теперь отсюда начинаем вязать пятку. Будем вязать первый ряд столбики без накида. И вяжем с этой вот петли, с первой петли ряда, и до той стороны пятки мы сейчас отметим маркером, докуда мы будем вязать эту пятку. Вот так от первой петельки параллельно протягиваем нить и находим на противоположной стороне параллельную петлю. Отмечаем место, до какого мы будем вязать. И вяжем столбики без накида вокруг всей пяточки до маркера. Вот нашли петлю. Теперь крепим маркер перед этой петлей. Вернее, за ней получится, да, потому что будем вязать до маркера. Петля перед маркером будет последняя. И продолжаем вязать ряд до маркера столбики без накида. Провязываем до маркера и встречаемся с той стороны. Провязали последнюю петлю перед маркером и маркер переставляем на эту петлю. Нить возвращаем в начало ряда. Вот так аккуратно прокладываем, чтобы она была ровно той длины, какая у нас вот длина пятки, чтобы она не свисала и не натягивала пятку. Следующий ряд начинаем вот с первой петли. Прямо с первой петли начинаем вязать столбик без накида. А следующий будет длинный столбик, тоже столбик без накида, но из петли на ряд ниже. Потом столбик без накида из петли предыдущего ряда, столбик из петли на ряд ниже. То есть чередуем их по очереди. Вот так один короткий, один длинный, один короткий, один длинный. В шахматном порядке мы их провязываем до конца ряда, до маркера. Здесь у нас последний короткий столбик остается. Провязываем его вместе с петлей, которая у нас на маркере. Снимаем петлю на крючок и провязываем вместе с ней столбик без накида. Последнюю петлю снова переносим на маркер.
Нить протягиваем снова в начало ряда. И начинаем ряд опять с первой петли, которая у нас лежит горизонтально. Ее видно, чтобы ровненько было. И вяжем снова в шахматном порядке. Длинные, короткие столбики чередуем между собой. Длинный, короткий, длинный, короткий. Ряд всегда начинаем с короткого столбика. И тогда будет очень ровный бортик у нас на скос идти. Вот мы начинаем ряд с короткого столбика, дальше идет длинный, там где был короткий, над длинным короткий, над коротким длинный, и так вяжем в шахматном порядке. Провязываем до конца ряда, до маркера, и продолжаем так вязать высоту на 12 рядов. Вот такая должна получиться ровненькая пяточка у нас. Бортик у нас всегда начинается с короткого столбика, второй столбик длинный. Вот так красиво, ровненько у нас получается вязание по бортику. Высоту я провязала всего 12 рядов. 12 рядов для пяточки, пока этого достаточно. Теперь мы будем вязать переднюю часть. Я сейчас покажу, как мы это будем делать. Когда мы закончили вот этот вывязывание пятки, мы оставляем последнюю петлю на маркере. И мы сейчас будем делать обвязку. И вот с обвязки будем уже потом заканчивать и переходить на перед. Протягиваем нить вот сюда, в начало ряда, вниз вот сюда, к самому бортику. И затем начинаем из угла, вот тут столбики без накида, по всему, по всей длине пятки. Провязываем столбики без накида в каждый рядок. Вот если мы по боку вяжем, то в каждый рядок столбик без накида, ну а поверху в каждую петелечку. Провязываем так до той стороны, до боковой части. Заканчиваем здесь обвязку. Проверяем, чтобы каждая петелька была провязана в каждый рядок. Затем заканчиваем соединительным столбиком. Нить обрезаем, а конец нити прячем в вязание. Теперь нам нужно от задника с обеих сторон отсчитать по 12 петель вперед к передней части и поставить маркеры. Намечаем. Перед у нас будет вот до этих мест. Если у нас ножка полная, то нам надо отсчитывать больше, 16 или 20 петель вперед.
Вот эта передняя часть петли, что мы отметили от маркера до маркера, делим напополам, находим среднюю центральную петлю, отсчитываем от нее вправо 6 петель и начинаем вязать первый ряд. Первый столбик без накида вяжем, затем делаем накид, пропускаем одну петлю и во вторую вяжем столбик с одним накидом. В следующую петлю еще один столбик с одним накидом. Воздушная петля. Снова пропускаем одну петлю, 2 столбика с одним накидом. Воздушная петля, пропускаем одну петлю и снова столбик с одним накидом и столбик с одним накидом. Вот провязали 3 пары столбиков с одним накидом. Теперь пропускаем одну петлю и столбик без накида в конце ряда. Переносим эту последнюю петлю на маркер, нить протягиваем в начало ряда. Начинаем второй ряд. От первой петли отступаем вперед 2 петли, одну пропускаем, во вторую столбик без накида. Теперь под первую арочку, вот эту самую первую, 2 столбика с одним накидом. Воздушная петля, под следующую арочку 2 столбика с одним накидом. Я стараюсь показывать близко, я думаю, что вам очень хорошо видно. Воздушная петля, под следующую арочку 2 столбика с одним накидом. Не забываем, что у нас нить протянутая, ввязываем ее в вязание. Снова воздушная петля, под последнюю арочку вяжем 1 столбик с одним накидом. Начинаем вязать второй столбик, протягиваем нить. Теперь снимаем с вот этого маркера на крючок петлю и провязываем столбик с одним накидом вместе с этой петлей. В конце пропускаем петлю и во вторую столбик без накида.
Переносим последнюю петлю на маркер, нить протягиваем в начало ряда. Вот такой несложный простой узор. И продолжаем точно так же. В начале ряда пропускаем петлю вперед, начинаем со второй столбик без накида. Потом под каждую арочку вяжем по 2 столбика с одним накидом. Между ними воздушная петля. В конце ряда под последнюю арочку вяжем столбик с одним накидом и второй столбик с петлей, которая у нас на маркере. Заканчиваем ряд, пропускаем петлю, столбик без накида. Вяжем так до верха, до маркеров. Вот когда мы провязали до маркеров, маркеры можно уже убрать. С обоих сторон у нас теперь по 12 петель. Все ровненько. И теперь мы будем вывязывать язычок. Всего по переду я провязала 13 рядов. Теперь вяжем в обратном порядке по изнаночной стороне полустолбики. Значит, смотрите, вяжем полустолбики не в каждую петлю, а между столбиками, то есть между каждым столбиком. Между столбиками полустолбик, потом где у нас воздушная петля полустолбик, снова между столбиками полустолбик, воздушная петля. Если вы будете вязать над каждым столбиком полустолбик, то язычок будет очень широкий, некрасивый, он будет морщиниться. Поэтому вот так, как я показываю, между столбиками и там, где у нас воздушная петля, вяжем полустолбик. Дошли до другой стороны и идем в обратном порядке. Воздушная петля подъема и вяжем полустолбики теперь уже в каждую петлю, которая у нас образовалась. Вяжем полустолбики. Тоже и лицевая сторона будет полустолбики, и изнаночная сторона будет полустолбики. Прямой вяжем наверх язычок. Я думаю, здесь ничего сложного нет. Поворотные ряды, лицевые и изнаночные, и все вяжутся полустолбиками. Поэтому свяжем давайте самостоятельно язычок примерно высотой 8 сантиметров. Думаю, что такого будет достаточно. Ну, может, кто-то хочет подлиннее. Ну, 8-9, вот в среднем такая длина язычка. Вот когда мы язычок провязали необходимой длины, теперь последнюю петелечку на маркер поставили, опускаем нить вот сюда вот в уголок и от боковой части начинаем язычок обвязывать столбиками без накида по всему периметру этого язычка до той стороны. Когда дойдем до маркера в угловой петле, провязываем петелечку, столбик без накида вместе с этой петлей на маркере, а потом еще раз в эту же угловую петлю еще один столбик без накида и продолжаем дальше обвязку. Закончили обвязку, переходим на боковую часть, продолжаем, не обрезая нити, вязать столбики без накида по боковой части до задника.
Привязываемся к заднику соединительным столбиком, затем провязываем еще соединительный столбик. И еще один соединительный столбик. Затем разворачиваем вязание и делаем арочки. 4 воздушных петли. По боковой части 3 петли пропускаем в 4 столбик без накида. Четыре воздушных петли, 3 петли пропускаем в 4 столбик без накида. 4 воздушных петли, снова 3 петли пропускаем, столбик без накида. У нас будет всего 3 арки на боковой части. Воздушная петля подъема, разворачиваем вязание и начинаем обвязывать арочки. Значит, каждая арочка будет столбик без накида, затем 3 полустолбика и столбик без накида. Всего 5 столбиков под каждую арочку. Столбик без накида, 3 полустолбика и столбик без накида. Довязываем последний. В конце ряда присоединяемся к заднику соединительным столбиком и вяжем еще 2 соединительных столбика. Разворачиваемся и снова арочки. 4 воздушных петли. Присоединяемся столбиком без накида в центр арочки. Вот 3-ю петлю центральную. Четыре воздушных петли, столбик без накида в центральную петлю следующей арочки. 4 воздушных петли, столбик без накида в центральную петлю последней арочки. Воздушная петля подъема, разворачиваемся и снова обвязываем арочки все. Столбик без накида, 3 полустолбика, столбик без накида в каждую арочку. В конце привязываемся соединительным столбиком, провязываем еще 2 соединительных столбика и опять на изнанку делаем 3 арочки. Вот провязали мы уже 3 таких ряда арочек. Мы сравнялись с верхней частью задника. Разворачиваемся, вяжем снова 3 арочки точно так же. Затем обвязываем их по лицевой стороне. Напишите, пожалуйста, друзья, в комментариях, понятен ли вам мастер-класс, получается ли у вас вязать по этому мастер-классу. Если, может быть, какие-то вопросы, обязательно мне пишите. Я с удовольствием на них отвечу.
Вот теперь мы будем арочки сокращать. Видите, у нас тут 4 ряда арочек, потом 2 арочки, было по 3 арочки, да, потом 2 арочки и последняя 1 арочка. Вот сейчас мы будем то же самое делать. Начинаем обвязку этих арочек. Здесь 2 арочки обвязываем полностью, то есть столбик без накида, 3 полустолбика, столбик без накида. В 2 арочки вяжем по 5 столбиков. А вот в эту последнюю, в третью, мы вяжем столбик без накида и 2 полустолбика. То есть мы половину арки обвязываем, а половину нет. Столбик без накида, 2 полустолбика. Теперь разворачиваемся, делаем 2 арочки, 4 воздушных петли, столбик без накида в центр следующей арки. И 4 воздушных петли, столбик без накида в центр последней арки. Воздушная петля подъема, разворачиваемся, делаем обвязку. Одну арку обвязываем полностью, столбик без накида, 3 полустолбика и столбик без накида. А во вторую арку столбик без накида и 2 полустолбика, пол арочки обвязываем. Теперь снова набираем 4 воздушных петли и делаем последнюю одиночную арочку в центр вот этой арки последней. И привязываемся здесь соединительным столбиком. Переставляем петлю на маркер. Обвязку этой арки мы делать не будем. Опускаем нить вниз вот сюда, к началу, к боковой части. И начинаем вязать. Вот отсюда вяжем столбики без накида из угла, вот здесь из предыдущей петелечки. И вяжем столбики без накида до самого верха. Наверху довязываем здесь последний столбик и затем угловой столбик провязываем вместе с петелькой, которая у нас на маркере. Провязываем вместе с этой петлей, снимаем ее на крючок. Воздушная петля подъема, разворачиваемся и вяжем теперь вниз столбики без накида. Начинаем с самой первой петелечки, откуда у нас вот идет воздушная петля подъема. Весь ряд столбики без накида сверху донизу.
Вот мы дошли до конца ряда. Вот это у нас последняя будет петля. Затем мы потом будем делать обвязку здесь. И тогда у нас еще одна там добавится петелька. Теперь делаем воздушную петлю подъема и вяжем снова столбики без накида еще один ряд до верха. Вот сейчас мы вывязываем вот эту часть вместе с отверстиями для шнурков. Дошли до верха, провязываем последние петли, угловая петля, столбик без накида, затем воздушная петля подъема, разворачиваемся на изнаночную сторону и будем уже вывязывать арки для отверстий, для шнурков. Провязываем в начале ряда 3 столбика без накида. Теперь 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем в третью, столбик без накида, 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем в третью, столбик без накида. 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем в третью, столбик без накида. Всего провязываем таких 6 арочек. В конце ряда у нас остается 2 петли, как раз будет 2 столбика без накида. Заканчиваем ряд воздушной петлей подъема. Разворачиваемся и вяжем лицевой ряд, 2 столбика без накида, и затем под каждую арочку вяжем по 3 столбика без накида. Между ними ничего не вяжем, только под арки 3 столбика без накида под каждую арку. Закончили ряд. Теперь воздушная петля подъема и вяжем в обратном порядке еще один ряд из арочек, 6 таких вот арочек, второй ряд под шнурки. Это и красиво будет, в принципе, как украшение, ну и можно практически использовать по-разному, завязывать шнурочки. Вяжем точно так же 3 воздушные петли. И над столбиками без накида столбик без накида. Провязываем 6 арочек, заканчиваем 3 столбиками без накида. Затем разворачиваемся и делаем еще ряд обвязки. Под каждую арку 3 столбика без накида, как в предыдущем ряду. Арочки провязали, обвязку сделали. Теперь эту последнюю петлю переставляем на маркер и будем делать обвязку.
нить протягиваем вот сюда вниз, в самый уголочек. И начинаем обвязку с петельки вот тут низа, на боку. Вот на боковой части, вот здесь с нижнюю петлю, начинаем вязать столбики без накида. И вяжем по всей вот этой боковой части столбики без накида. Когда доходим до угловой части, то здесь в угловую петлю провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. Обязательно это делайте, чтобы угол не стягивался. Дальше вяжем по боковой части здесь все, в каждую петелечку столбик без накида. Я надеюсь, друзья, вы не забыли поставить лайк, не забыли подписаться на канал. Ну и в конце я еще вас попрошу обязательно поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях и пабликах. Вот здесь, когда дошли до угла, угловую петлю провязываем с петлей, которая у нас на маркере. И потом в эту же самую петлю вяжем еще один столбик без накида. Опять же, чтобы у нас не стянуло угол. Вот так ровненько у нас все должно получаться. Дальше двигаемся по верху. И вот тут у нас, где не обвязанные остались арочки, мы под них тоже будем сейчас провязывать столбики без накида. То есть здесь уже пойдет обвязка у нас наверху. Под верхнюю арочку провязываем 3 столбика без накида. Над полустолбиком 2 столбика без накида. Дальше тут пол арочки, над ней тоже 2 столбика без накида. Опять над полустолбиком 2 столбика без накида. И над последней половиной арочки тоже 2 столбика без накида. Теперь присоединяемся вот сюда к заднику соединительным столбиком. И начинаем двигаться по задней части, но вяжем не просто столбики без накида, а длинные столбики. То есть вяжем столбики без накида из петель на ряд ниже предыдущего. Длинные столбики.
Вот так укрепляем задничек, довязываем до конца ряда, туда до того угла. И здесь, начиная от угловой петли, уже будем вязать вниз столбики без накидов каждую петельку обычным способом из петли предыдущего ряда. Провязали до низа и дальше переходим на боковую часть и вяжем по низу 12 столбиков без накида вперед к передней части ботиночка. Когда провяжем эти 12 петель, вяжем опять 3 арочки по изнаночной стороне, 4 воздушных петли, 3 петли пропускаем столбик без накида, 4 воздушных петли. Вот так делаем 3 арочки, привязываемся к заднику и делаем 2 соединительных столбика. Я сейчас покажу, как дальше в обратном порядке. Вот таким образом мы привязались к заднику, и теперь обвязываем эти арочки точно так же, как мы делали это с той стороны. И вот сейчас со второго ряда здесь будут изменения небольшие, когда мы обвязываем вот эти арочки. Мы 2 арки обвязываем полностью, а третью, последнюю переднюю, будем обвязывать до половины. Под третью арку вяжем столбик без накида и 2 полустолбика. И на этом останавливаемся. И снова вяжем арки по изнаночной стороне. Вот эта боковая часть у нас остается открытой. 4 воздушных петли. Привязываемся к центрам арочек. Столбик без накида в центр вот второй арки. 4 воздушных петли. Столбик без накида в центр третьей арки. Четыре воздушных петли. 2 петли пропускаем и в третью привязываемся соединительным столбиком. Вяжем еще 2 соединительных столбика и разворачиваемся на лицевую сторону. И продолжаем дальше аналогично. Когда доходим до верха, так же как на той стороне, 2 арки обвязываем полностью, а третью арку до половины. И разворачиваемся. Четыре воздушных петли. Затем привязываемся в центр второй арки столбиком без накида. Делаем сейчас также вот 2 арки здесь и 1 арку на самом верху. Четыре воздушных петли. Привязываемся столбик без накида во вторую арку. Разворачиваемся, обвязываем первую арку полностью, столбик без накида, 3 полустолбика и столбик без накида.
Под вторую арку вяжем столбик без накида и 2 полустолбика. 4 воздушных петли и привязываемся в центр второй арки. Все, на этом мы заканчиваем ряд и переставляем эту петлю последнюю на маркер. Теперь наша задача связать вот эту часть, то есть под застежки, с отверстиями под шнурки. Уже заговариваюсь к концу мастер-класса. Разворачиваемся наизнанку, вот эту петелечку оставляем на маркере и нить протягиваем вот сюда на уголок. Вот этот вот у нас верх должен быть не обвязан, вот как мы делали на той стороне. У нас не обвязанная арочка верхняя, и начинаем с угловой петелечки вязать ряд первые столбики без накида. Начинаем вот с угла и вяжем столбики без накида, обвязывая вот эти недовязанные наши арочки. Вяжем под полустолбики по 2 столбика без накида. Недовязанные остатки арочек тоже по 2 столбика без накида. Ну, в общем, вяжем столбики без накида от начала вот отсюда и до самого низа. В конце ряда воздушная петля подъема, разворачиваемся и вяжем изнаночный ряд столбики без накида. Теперь снова воздушная петля подъема и провязываем еще один ряд столбики без накида. 3 ряда у нас всего. Воздушная петля подъема, и на изнаночном ряду уже начинаем вывязывать 6 вот этих отверстий для наших шнурков. Вяжем снизу, поэтому 2 столбика без накида начинаем, потом провязываем 6 арочек и заканчиваем 3 столбиками без накида ряд. Аналогично тому, только в зеркальном отражении провязываем то же самое. Я показываю.
Вот таким образом доходим до верха, потом делаем обвязку всех этих арочек, затем снова еще 6 арочек делаем и снова делаем обвязку. Я думаю, что с этим вы уже справитесь самостоятельно. Тут все просто, точно так же, как на той стороне. А потом нам надо будет сделать обвязку. Вот обвязку мы уже здесь начнем не как здесь с угла с нижнего, а по-другому. Я сейчас вам покажу. Вот здесь мы закончили ряд, и вот здесь с угла мы начнем делать обвязку. Пройдем вокруг боковой части и закончим вот здесь внизу. Здесь мы уже нить обрежем. Вот мы провязали все отверстия, теперь эту петлю мы переставим на маркер, а нить протянем вот туда, где я показывала, к заднику, откуда мы будем начинать обвязку. Вот из этой угловой петли начинаем обвязку. Столбики без накида, так же как там мы вязали с той стороны. В углах из одной петли провязываем 2 столбика и везде в остальном по 2 столбика, по одному столбику. Вяжем до конца ряда вниз. Доходим вот сюда до петли, которая у нас на маркере, провязываем угловую петлю вместе с этой петлей, снимаем ее на крючок и вяжем дальше обвязку. Вот здесь в угловой петле не забываем 2 столбика вывязать из одной петли и вяжем дальше. В этом углу аналогично, точно так же с петлей с маркера, и заканчиваем в углу внизу. Здесь внизу провязываем 3 столбика соединительных для того, чтобы обрезать нить. Все, нить обрезаем, перетягиваем ее на изнаночную сторону и тщательно прячем вязание, чтобы она потом нигде у нас не торчала. Ну вот теперь наш ботиночек почти готов. Осталось подклеить тут кожкартоновую стельку, вложить обычную стельку и завязать шнурки. В общем-то, все уже практически готово. Мне очень нравится результат, вообще и цвет, и сама модель. Я думаю, что вам она тоже понравилась. Обязательно напишите свои впечатления, когда будете вязать, делитесь своими успехами. Я не пожалела, что я связала эти ботиночки в подарок своей дочери на день рождения и была очень
в общем-то, приятно удивлена тем, что ей очень и очень они понравились. Посмотрите, как эти ботиночки смотрятся на ножке. Я думаю, просто чудесно. Их можно связать как на ребенка, так и на взрослого. Любому понравится. Все, мы ботиночки закончили. Все готово. Очень красиво выглядят. Я лично сегодня своей работой довольна. Вот смотрите, сколько у меня осталось всего лишь тут пряжи. Я сейчас вам покажу. Вот такие два маленьких комочка. Это от 140 грамм. Два мотка по 70 грамм ушли практически полностью. Дорогие друзья, если этот мастер-класс вам понравился, то, пожалуйста, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, и напишите, пожалуйста, пару слов в комментариях. Я всегда воодушевляюсь очень вашими отзывами, вашими комментариями. Я очень рада, когда вам нравится, искренне рада общению с вами, и я стараюсь быть максимально полезной для вас. Давайте учиться вязать вместе и будем дарить близким тепло наших рук. Я с вами прощаюсь, до новых встреч. Будем вязать дальше ровных и красивых вам петелек.